Приветствую всех на моем докладе. Тема доклада Deep Dive in Magenta DI. Я думаю, все, кто в этом зале собрались, кто задержались до третьего доклада, когда-либо сталкивались с DI в Magenta, если хоть раз вы что-то писали в Magenta. Собственно, давайте расскажу немножко о себе. Я уже 3 года работаю с Magenta. Люблю учиться, поэтому у меня, собственно, 2 сертификата уже есть за это время. И люблю учить, поэтому преподавал в ХАИ и веду несколько каналов на YouTube. Что вам будет полезно узнать, собственно, из этого доклада? Как Magenta борется с наследованием в пользу композиции? Собственно, как выживает Magenta в этой ситуации? И вы сможете увидеть новый уровень солидности, то есть поймете больше задумок Magenta, чем вы знаете на сегодня. Я думаю, я смогу вас удивить чем-то. Давайте сначала поговорим, собственно, о том, как DI устроен в Magenta. Для начала нам нужно определиться, что такое DI, чтобы все понимали, о чем речь. DI — это когда у нас есть некоторая фабрика, контейнер, называется Inversion of Control контейнер, и все объекты, которые мы используем в системе, создаются через эту фабрику. Эта фабрика владеет конфигурацией каждого класса в системе, то есть знает о том, какие параметры каждому объекту нужно передать. Мы только просим имя этого класса, и фабрика уже делает все, что нам надо. И каждый класс говорит: я хочу там что-то, указывая это в конструкторе. И уже контейнер сам будет решать, что ему передать согласно конфигурации. DI — это не серебряная пуля, у него есть некоторые недостатки. Это можно оценивать как просто его особенность, первый пункт. Каждый раз, когда создается дерево зависимости, то есть каждый раз, когда мы запрашиваем какой-то объект, создается целиком дерево зависимости его и его потомков. Что вытекает из этого второй пункт. Если у нас есть хоть один медленный класс с медленным конструктором в зависимостях, то создание базового класса будет очень медленным. И, собственно, у нас появляются накладные расходы, чтобы узнать, что хочет конструктор, и нам нужно как-то обслуживать конфигурации этого контейнера. У Magenta с этим все хорошо, у Magenta есть XML, мы все его любим, я думаю. Как организован контейнер в Magenta? Это, собственно, Object Manager. Я думаю, вы с ним знакомы. Тут есть такие методы, как create, get, чтобы получить кэшируемый объект. И есть метод, чтобы протолкнуть дополнительные конфигурации. Мы о них поговорим дальше чуть поподробнее. Как устроен XML в Magenta по DI? Как мы видим, это удобная древовидная структура, с помощью которой мы можем видеть, какой класс что хочет получить себе в конструктор. Name — это означает ключ, под которым имя переменной, которая будет в конструкторе. Собственно, и передается сюда тип. В Magenta типы, которые передаются в DI, разнообразные. Начиная от простых, строки, дальше могут быть константы. Мы можем сказать, что от какого-то класса мы должны забрать константу. Это там играет, да? Я понял. Также здесь может быть такой тип, как массив. Мы об этом еще поговорим. Переменные сервера, либо другие объекты. Снаружи, да, музыка играет? Я понял, это меня смущает это. Благодаря DI мы можем забиндить одну реализацию на вторую, либо интерфейс на реализацию. Я думаю, многие из вас сталкивались с преференсом. Это аналогия реврайта из первой Magenta, как этот спасительный круг, если что-то идет не так. И еще дополнительная возможность в DI — это плагины. Очень мощный инструмент, позволяет заменить любой публичный метод, либо его дополнить. Мы об этом поговорим дальше. Также у Magenta мы знаем, что XML мержится по разным area, и у DI не исключение. В DI есть Initial Area, Global Area и Area под конкретное место, из которого мы зашли. Давайте теперь поработаем, то есть пообщаемся, как запускается приложение в Magenta. Гарнитуру давай. А то очень сложно тебя тянуть. Есть микрофон справа. Хорошо. Слышно? Да, алло.
Итак, когда запускается процесс, в PHP процесс запускается, Magento подтягивает конфигурацию из папки app, exceptor, DI.xml. С этим вы видели этот XML, что в уши отдает, ладно. Далее создается application, исходя из вот этих конфигураций. Большинство базовых классов создается уже исходя из этого конфига, поэтому некоторые вещи вы не можете переопределить в Magento просто так. Что дальше происходит в Magento? После того, как мы подгрузили application, загружается глобальный DI.xml, который мы привыкли видеть в папочке каждого модуля, exceptor DI.xml. Дальше, в зависимости от того, откуда мы пришли, грузится соответствующий area код, грузится соответствующий DI конфигурация, соответствующие транслейты грузятся и делегируется выполнение на ваш класс. Как правило, вы его регистрируете, чтобы встроиться в Magento, в какой-то endpoint в Magento. Обратите внимание, в консольной команде не грузится никакой area, никакого DI. Это дается вам для того, чтобы вы могли сами выбрать, какой вам нужен area для этой команды. Что происходит в Object Manager? Когда мы вызываем get либо create, Magento проверяет, есть ли какие-то преференсы на тот тип, который вы запрашиваете. В Magento такой вот запрашиваемый экземпляр, это называется тип. Вычисляется его преференс и отправляется на создание, если мы пришли с create, либо берется из кэша соответствующим образом. Что происходит, когда класс отправляется на create, тип отправляется на create? Первым делом нужно с помощью рефлексии узнать, какое количество параметров у этого класса, чтобы понять, нужно ли на него что-то дальше с ним делать, либо можем его создать через new. Как вы видите, если у конструктора нет, то параметров нет, и класс создается сразу же. Это означает, что если у вас часто создаваемые классы, а это DTO в Magento, и у них нет конструктора, вы ускорите немножко работу Magento. Обратите внимание на эту особенность. Если все-таки параметры конструктора есть, то нам необходимо решить, что мы должны передать в этот объект в качестве параметров конструктора. И тут особенность. Чтобы внедрить другие объекты, нам нужно будет вызвать Object Manager для создания, собственно, этих дочерних, то есть этих зависимостей. В результате в Magento, уже об этом говорил Александр на первом докладе, Magento пытается заставить разработчиков делать классы как можно с меньшим количеством методов, чтобы не внедрять лишнего в эти классы. Соответственно, у нас есть такие single public метод классы. Если вы делаете экшены для фронтенд контроллера, то у вас будет метод dispatch, factory, метод create, observer, execute. И, как видите, репозиторий имеет несколько лишних методов. В результате, когда мы запрашиваем объект через Object Manager, у нас создаются все зависимости, которые описаны в конструкторе нашего класса и конструкторе его детей. Если вы сделали медленный конструктор, это плохо, я объясню, как решать эту проблему. И если вы делаете Data Transfer Object, постарайтесь не использовать конструктор. Для этого у Magento есть свои подходы. Давайте посмотрим, какие есть ограничения у Magento. Нам придется углубиться еще немножко дальше, как это, собственно, все происходит. На первом этапе Magento собирает все XML и из XML формирует массив конфигурации. Этот массив передается в Object Manager, и здесь происходит цикл перебора всех классов. Для каждого класса нужно определить, какие аргументы конструктора ему нужно передать. Собственно, если для этого класса уже были определены аргументы конструктора, то Magento делает очень просто. Использует array_replace, чтобы склеить его аргументы. Мы с вами знаем, что такое array_replace. Это значит, что аргументы второго класса будут сильнее, чем аргументы первого класса. И давайте проиллюстрируем, какие с этим могут быть проблемы, с какими можно столкнуться в повседневной практике. Есть некоторая задача. Давайте мы добавим грид с постами в админку. И этот грид с постами мы добавили в Collection Factory, добавили его в некоторый data source, свой зарегали. Все у нас хорошо, но только все гриды пропали из админки. Мы идем на CMS-блок, там пусто. Там у нас ошибка, невозможно создать data source CMS-грида. С чем связана эта проблема? В принципе, не буду томить вопросами, а то у меня не останется времени на вопросы. Связано с тем, что мы зарегали наш конфиг в admin.html, а должны были зарегать его как global XML. Magento после того, как мержила admin.html конфигурацию, этот конфиг перезатер предыдущий массив конфигурации из-за array_replace. Но все равно мы это исправили, мы перенесли конфигурацию туда, где это должно быть, и опять проблема. С чем это связано? Есть идеи?
Проблема связана с вот этим местом. Magento, когда принимает классы из XML, XML не знает, что это такое класс, и она знает, что это строки. Есть слэш, нет слэша, ему Magento все равно. То есть это XML все равно, и нужно обрезать слэш. Соответственно, эти два класса будут равнозначны. Нам нужно убрать этот слэш, который мы тут описали. Иначе это будут два разных объявления класса. Не используйте слэш перед именем класса, когда регистрируете в DI. Сможете долго потом искать проблему. Virtual type. Все сталкивались с этим в Magento, все боятся этого в Magento. Что такое virtual type? У нас есть некоторый базовый класс, и мы хотим переиспользовать его, но при этом не менять в нем ничего, кроме некоторых параметров конструктора. Например, это будет price pool класс, который лежит во фреймворке. Вот мы видим, у него объявлен конструктор, в нем есть массив некоторых цен. Magento делает это следующим образом. Говорит, что для каталога мы будем иметь такой набор цен. Создает из него virtual type. Что это означает? Будет создан вот этот объект, но с вот этими зависимостями в конструкторе. Чтобы передать вот эти зависимости именно в наш класс, то мы должны сказать, попросить оригинальный класс в конструктор и указать, что у нас будет virtual type теперь как зависимость. С этим, я думаю, вы сталкивались. Какой второй способ, как получить virtual type? Мы можем взять Object Manager и попросить у него напрямую. Так как Object Manager владеет всеми конфигурациями, virtual type — это конфигурация DI. Дополнительная особенность — можно использовать virtual type в качестве класса блока или, например, тот же view model, который мы сейчас используем, чтобы внедрять его в логику шаблонов. Давайте немножко расширим возможности virtual type. Virtual type можно создавать из virtual type. Возможно, у кого-то возник такой вопрос. Если вы видите virtual type уже в Magento, вы можете от него создать свой virtual type. Но тут есть проблема. Virtual type склеивает свои аргументы с базовым типом через array replace. То есть мы имеем такую же проблему. И если вы решили реализовать пул, то вы должны позволить людям использовать ваш пул дальше. Magento это сделал очень просто. Вторым параметром принимает target, и базовый virtual type передается вторым параметром. Из него создается новый virtual type для конфигурируемого продукта. Таким образом мы получаем цены. То есть пример, наверное, сложноватый, но давайте перейдем к более сложному примеру дальше. Есть некоторая задача. Нам нужно загрузить список продуктов. Продукты должны быть загружены для конкретной категории, и чтобы эта категория была... То есть если категория Anchor, то должна быть Anchor, то должны быть загружены все дочерние продукты из дочерних категорий. Наше пожелание — создать как можно меньше кода, не создавать новые API-сервисы, использовать продукт-репозитории, если это возможно, по максимуму, и желательно напрямую не зависеть от Product Collection. Мало ли, завтра команды введут, и все, и уже нельзя пользоваться. То есть проблема. Полазим немножко в коде в оригинальном Magento и увидим, что в репозиториях такая штука внедряется, как Collection Processor Interface, который лежит из фреймворка. Очень странно. Посмотрим на метод getList, увидим, сюда приходит search критерия, который опять из фреймворка берется. Создается некоторая коллекция, продуктовая коллекция. Дальше этот collection процессор, через него прогоняется search критерия и коллекция. Что бы это могло быть, интересно, идем в DI, чтобы узнать все-таки. И понимаем, что это все-таки какой-то либо наследник, либо virtual type. Ну, так как я говорю о virtual type, то это, наверное, virtual type. Идем дальше и видим, что это все-таки virtual type, причем созданный из другого virtual type. Ну, то есть не буду распутывать этот клубок дальше. Самое главное, что нас тут интересует, что в virtual type, в этом процессоре есть узел фильтры. И нас как раз интересует расширить фильтры продукт-репозитория. Собственно, ради этого мы пытаемся решить эту задачу. И тут проталкиваются следующие классы. Идем дальше и находим, что в этом, это тоже очередной virtual type в Magento, который внедрялся в тот virtual type, ну, то есть, собственно, классный бутерброд, и у которого есть уже секция custom фильтры. И как раз в эту секцию мы можем добавить свой дополнительный фильтр. Подсмотрел, как это делается в Magento, подсунул сюда свой фильтр, скопировал исходный код из того фильтра, модифицировал его под себя. Сюда приходит коллекция, сюда приходит узел фильтра,
Из фильтра мы извлекаем value, которую мы туда передали. На следующем слайде это увидите. Я на всякий случай сделал проверку, что это действительно value соответствует тому, что я жду. И у самой Product Collection уже есть этот метод, мне ничего нового придумать не понадобилось. Вернул true. Это для того, чтобы сказать, что мой фильтр перехватил логику фильтрации. Не нужно ничего добавлять. То есть новых фильтров сюда не нужно обрабатывать. Как этим пользоваться? В Search Criteria Builder добавляем наш ключ фильтра, добавляем сюда нашу категорию и все, ищем результат, профит. Итак, по virtual type какой можно сделать вывод? Самое главное, virtual type — это экземпляр базового класса. Это не какой-то новый класс, с этим будут связаны некоторые другие выводы. Идеально подходит для композиции, то есть как уйти от наследования. Массивы в конструкторе будут замещены полностью, потому что у нас array replace, нужно об этом помнить. Можно создать через Object Manager, можно создать из другого virtual type. И давайте немножко поговорим о плагинах. С плагинами сталкивались вы уже по-любому, это как must-have в Magento. Я постараюсь об этом меньше говорить. Самое главное, плагины, опять же, регистрируются в DI, перехватывают любой публичный метод в любом классе Magento, который создан через Object Manager. Плагин, класс плагина не должен никого наследовать, не должен имплементить интерфейсы, то есть это не обязательно. И плагин — это shared object, нужно заботиться о состоянии плагина. Как, собственно, Magento решает, что такое плагины и как это работает? Вначале, когда мы запрашиваем класс, Magento проверяет, то есть DI проверяет, этот класс final, да, значит нельзя его плагинить. Если не final, то он делает огромную работу по вычислению целой цепочки наследников. В наследниках могут входить родительские классы, родительские абстрактные классы и интерфейсы. Таким образом, если у вас в цепочке есть интерфейс, на котором висит плагин, значит у вас есть плагин. Если у вас есть плагин, то нужно сгенерировать новый класс, интерсептор. Вместо вашего класса выдать интерсептор. И, собственно, потом взять все ваши плагины в один массив, отсортировать его по вашему сорт-ордеру, просканировать у каждого плагина все публичные методы, чтобы понять, в какой очередности их нужно запускать, и закэшировать конфиг. То есть такая интересная работа происходит внутри Magento. Очень сложная, между прочим. Это из официальной документации Magento, такой пример. Мы плагиним некоторый метод dispatch 3 плагинами. Обход будет вот такой вот. Я думаю, я не буду объяснять, что конкретно. То есть сначала выполняются все before, around и так далее. Самое интересное, если мы around не вызовем у него функцию функцию proceed или функция next для интерсептора, это как, из паттерна это next должно быть. Не знаю, почему она proceed, но бог с ней. То вот эта вся правая часть исчезнет, так сказать. Чем это хорошо? Мы можем отменить оригинальный метод. Мы можем у класса отменить только один метод. Не все методы, а только один метод. Мы можем повесить еще один around плагин, который будет отменять наш around плагин. Мы можем в принципе отменить around плагин. Это гораздо лучше, чем делать preference. Preference можно сделать только один раз и только на класс, а не на интерфейс. То есть так что, возможно, это холиварная тема. Где не работают плагины? На статик методах. Ответ почему? Потому что он должен быть создан через Object Manager. Статик метод — это метод класса. На private методе. Почему? Потому что интерсептор не имеет доступа к private методу. На protected методах, тут-то можно. Solid принципы мы нарушим, и выйдет опять ерунда. Virtual type почему нельзя? Потому что это имя конфига, а не имя класса. То есть хотите повесить плагин на virtual type, посмотрите, от какого базового класса он создается, и на него и вешайте плагин. Выводы по плагинам. Используйте на классы другого модуля, не на своего. Плагин — это сложная операция. Не храните состояние. Before, если менять параметры, after, если менять результаты, around, если заменить вместо преференса. Используйте плагины максимально на интерфейсы, не на классы, если это возможно. Желательно на API-шные. Factory. Давайте немножко поговорим о Factory. Очень простая задача. Нам нужно подготовить массив данных, которые пришли из CSV. В CSV приходит обычный массив, нам надо модельки. Мы нашли моделька не наша, у нее есть интерфейс. У интерфейса есть API, у модельки нет API. Через нее мы не можем создавать, это вообще что-то плохое в Magento и вообще в принципе. Интерфейс мы можем получить только через конструктор или Object Manager, а через конструктор мы можем получить только одну штучку.
Соответственно, нам надо найти какое-то решение. Object Manager — это неправильно. Что говорит Magento? Подключайте вашу желаемую модельку, дописывайте в конец Factory, и вам будет создан сервис, который вам позволит создавать модели столько, сколько вам нужно. Как выглядит код Factory? Это как академический код, изучайте его, чтобы понять, как правильно писать код в Magento. Или вообще, в принципе, как писать правильно ваш код. Обратите внимание, нет никаких констант, все приходит через конструктор, все приходит через параметры методов, и все, что пришло через конструктор, взаимодействует с параметрами методов, и получается результат, который возвращается вам. То есть нету никаких констант, которые невозможно переопределить, нету никаких хардкодных строк, которые непонятно как убирать потом, если вам понадобится. Выводы по Factory. Нужно создавать объекты, используя Factory. Factory — пример хорошего класса, хорошего сервиса. Генерация. Magento генерирует Factory на лету, благодаря этому код получается классный, чистый. И разберемся с прокси, очень тоже болезненная тема в практике, сталкивался с этим много раз. Самая главная проблема прокси — это, собственно, консольные команды. У меня 2 примера по этому поводу, и на этом доклад я закончу, так что, в принципе... Задача. У нас есть консольная команда, как мы помним, консольная команда не грузит никакую area, никакой DI, только глобальный. Нам нужно загрузить продукт со SKU-тест, и это обязательно должно быть с фронтенда. Мы там повесили каких-то там конфигураций и хотим, чтобы это было именно так. Регаем нашу консольную команду, чтобы сгенерировать area фронтенд, и подтягиваем продукт репозиторий. Мы ж молодцы, мы ж все через конструктор делаем. И теперь в execute говорим, что у нас будет фронтенд area, и говорим, что нам нужна конфигурация DI для фронтенда. Подгрузили, все замечательно, но тут проблема, сталкиваемся с тем, что фронтендские штуки к нам не подтянулись. С чем это связано? Первый пункт — это запросили продукт репозиторий, Object Manager создал уже инстанс продукт репозиторий. С какими конфигурациями? Со старыми, с глобальными. А вторым пунктом мы меняем эти конфигурации. То есть уже созданный объект не будет пересоздан, это уже готовый результат. И третьим пунктом мы уже грузим то, что нам надо. Нам надо поменять последовательность, эту последовательность. Когда мы просим продукт репозиторий, он не должен быть создан. Он должен быть создан перед троечкой. При этом не менять код желательно. Вот таким образом, чтобы была последовательность. Делается это просто, это называется паттерн прокси. И в Magento это делается следующим образом. Говорим, что в нашей консольной команде вместо продукт репозиторий верни нам то же самое, только прокси. Magento создаст соответствующий автогенерируемый класс, который инициализирует продукт репозиторий только тогда, когда мы впервые к нему обратимся. Давайте проиллюстрируем следующую проблемную точку, с которой, скорее всего, вы столкнетесь, как только начнете писать тесты. Собственно, я сомневаюсь, что много из вас людей пишут интеграционные тесты. Но поверьте, это будет больно. Что делается, когда мы запускаем интеграционные тесты? Это очень классная тема, вы можете проверить сразу конфигурацию всего DI, всего, чего хотите в Magento. Чистится база данных, тестовая база данных, запускается bin Magento setup upgrade, чтобы наполнить эту базу данных. И тут происходят некоторые шаги не очень правильные. Чтобы запустить bin Magento, должна быть создана консоль list интерфейс. Консоль list интерфейс зависит от консольных команд как объект. Соответственно, Object Manager создаст все консольные команды. И для каждой этой команды построить дерево их зависимостей. И есть такой продукт репозиторий, его зависимости уже запрашивают данные в базе данных. А мы на шаге, на котором еще нет базы данных, она пустая. И в этот момент у вас ломается запуск тестов. То есть вы запускаете тесты, добавив зависимость, вы ломаете тесты. Все. То есть давайте попробую проиллюстрировать это более тщательно. Есть консоль list интерфейс, он зависит от некоторых консольных команд, которые зависят, в свою очередь, от сервисов и репозиториев. Чтобы пофиксить зависимости от репозитория, мы можем добавить сюда прокси. Вот зелеными стрелками я обозначил это как прокси. Все здорово, то вроде бы хорошо, но вот сервис 2 до сих пор от репозитория зависит, а мы вот по вот этой цепочке все равно его получим, его создадим сразу. Опять можем пофиксить это, все хорошо, но в перспективе разработчик не знал о том, что этот сервис используется в консольной команде, и опять подключил репозиторий. И опять у нас ломаются тесты. То есть понятно с этим. Опять пофиксили, но
очень плохая ситуация. Как бы тут часто приходится добавлять прокси. Мои рекомендации вам на перспективу: создавайте для каждой консольной команды сервис-прослойку, который вы уже подключите как прокси к консольной команде. То есть создайте сервис, в который вы будете обращаться для выполнения логики консольной команды. Возможно, вы потом захотите запускать его из-под cron-джобы, либо с фронтенда напрямую запускать. Вам, наоборот, будет удобнее. И дальше, независимо от того, какие бы зависимости не были подключены, тесты ваши будут в безопасности. Вывод. Всегда проксируйте зависимости в консольной команде, в консольных командах. Вы можете обратиться к консольным командам Magento и увидеть, что они это делают также в DI и XML, они прописывают прокси. Хотя нигде в документации об этом не говорится. Уменьшайте количество зависимостей в консольные команды, чтобы реже делать эту вот манипуляцию с прокси. И используйте прокси, чтобы избавиться от медленных конструкторов, чтобы они отрабатывали позже. Собственно, сами выводы по докладу. Если нужно создать объект, юзайте прокси, медленный конструктор, используй Если нужно создать объект factory, медленный конструктор прокси, используй композицию вместо наследования virtual type вам в помощь. Можно чужой код заимствовать через virtual type, либо создавать свой код, чтобы кто-то мог его заимствовать. Создавайте ваш код параметрируемый через конструктор, и вам скажут спасибо. И инициализируйте сервисы. Это, наверное, то, что я убрал, бог с ним. Расширяйте сервисы через плагины. То есть плагины могут модифицировать любой публичный метод. Собственно, что можно почитать, я выложил тут на слайде. Я думаю, эти слайды будут расшарены, верно? Соответственно, вы сможете это потом открыть. В основном это DevDoc, а вы можете потом углубиться в эту тему самостоятельно.